20 сентября 1986 года в Уфе был обычный день. Всю ночь лил дождь, а аэропорт ожидал принять самолет Ту-134 из Киева, который следовал в Нижневартовск с промежуточной посадкой в Уфе для дозаправки лайнера. Но спустя время этот самолет будет захвачен террористами. 4 солдат-срочников, проходивших службу в Уфе, в роте специального сопровождения судебных органов, постоянно поддавались нападкам со стороны офицеров части, в то время располагавшейся на улице Карла Маркса. Когда терпеть постоянное давление и издевательство стало невыносимо, в их головах зародился план, который окажется роковым. Солдаты решили угнать самолет и сбежать из СССР. Говорили они о своих намерениях, не стесняясь сослуживцев. Сначала в шутку, но позже шутка станет явью. Подготовка к захвату самолета началась задолго до 20 сентября. Уверенности придавал тот факт, что военнослужащие не раз принимали участие в антитеррористических учениях, в том числе и в аэропорту Уфы, и, можно сказать, знали, что предпримут власти. Изначально в сговоре участвовали 7 человек, но в итоге дезертировать согласились лишь 3. 20 сентября 1986 года младший сержант Николай Мацнев и рядовые Сергей Ягмурджи и Александр Коновал покинули расположение части, прихватив с собой оружие. Этот день выбрали только потому, что все 3 заступили в наряды по части и получили доступ к оружейной комнате, где и взяли автомат, пулемет и снайперскую винтовку. Еще один солдат ждал их на военных складах вблизи поселка Подымалово под Уфой. Чтобы добраться до аэропорта, дезертирам нужен был транспорт, и они остановили первый попавшийся автомобиль. Им оказалась «Волга» из местного таксопарка. Когда такси остановилось, солдат, направив на водителя оружие, объявил, что машина захвачена, и приказал ехать в сторону Подымалова. На подъезде к контрольно-пропускному пункту на выезде из Уфы водителю удалось убедить солдат, что на такси на КПП обязательно остановят, а вот на частной машине шанс есть проехать без остановок. В это время угонщики увидели, как сзади них пробивается свет приближающегося автомобиля. Коротко посовещавшись, дезертиры решили: будем брать. Когда УАЗик остановился, а солдаты увидели на борту надпись «Милиция», у одного из них сдали нервы, и Мацнев открыл огонь. К нему присоединился и Ягмурджи. В это время Александр Коновал, оставшийся сидеть на заднем сидении такси, решил, что принимать участие в убийствах не хочет, и убежал в лес. Первыми жертвами дезертиров стали 2 сотрудников милиции, случайно проезжавших мимо и даже не успевших понять, что происходит. Мацнев и Ягмурджи сели обратно в машину и приказали таксисту ехать в аэропорт, а сбежавший от товарища Александр Коновал отправился в обход КПП в Подымалово. Там всех 3 должен был ждать Игорь Федоткин, который должен был убить сослуживцев в карауле и захватить загруженный боеприпасами БТР. Добраться до складов Александру помог водитель КамАЗа, припарковавшийся на обочине, чтобы утром продолжить путь. Естественно, Коновал ничего не рассказывал водителю. Вместо этого придумал легенду о том, что ходил к подруге. Доехав до части, ему удалось разыскать подельника, который, испугавшись, не стал убивать сослуживцев и тем более захватывать бронемашину и боеприпасы. Рассказав ему о случившемся, Коновал, у которого не было ни единого патрона к снайперской винтовке, попросил Федоткина застрелить его, но тот отказался и прогнал его. Позже Коновал был задержан в одном из домов поселка. В ходе задержания он пытался покончить с собой и воткнул в грудь нож, но врачам удалось спасти его. В 3 часа ночи Мацнев и Ягмурджи добрались до аэропорта. Они собирались убить таксиста, но последнему удалось убедить их этого не делать. Через 15 минут чудом уцелевший Николай Башкирцев уже рассказывал о случившемся милиционерам, дежурившим на ближайшем посту. Но постовые не сразу поверили таксисту, и вместо того, чтобы перекрыть периметр аэропорта, Башкирцева повезли в Уфу в приемную министра МВД. Потерянное время дало возможность дезертирам проникнуть на взлетное поле и спрятаться за высокой травой у дальней стоянки. Позже тут сядет Ту-134, летевший из Киева в Нижневартовск.
При этом к моменту посадки диспетчеры аэропорта уже знали о планирующемся захвате. Экипажу сказали об этом только тогда, когда самолет приземлился. Пассажиры приземлившегося лайнера на время заправки борта перешли в здание воздушной гавани. Через час они вернулись на свои места. Экипаж самолета не сразу закрыл дверь за пассажирами, и пустой трап все еще стоял у самолета. В 4 часа 43 минуты Мацнев и Ягмурджи пошли на штурм. В первые минуты после того, как солдаты проникли на борт, один из пассажиров попытался вступиться за стюардессу, которую Мацнев держал на прицеле. За ним поднялся еще один мужчина, и террористы открыли огонь. Один из мужчин погиб сразу, второй получил смертельное ранение и впоследствии скончался. Еще одна женщина, прикрывавшая своего ребенка, была ранена. Террористы через стюардессу потребовали у закрывшихся в кабине пилотов сдать оружие и лететь в сторону любой недружественной Советскому Союзу стране. Но самолет не сдвинулся с места. Ягмурджи потребовал подогнать трап и вынести из самолета тело погибшего. Позже стюардессы уговорили отпустить раненых, а в 6 утра, через час и 20 минут после захвата, и женщин с маленькими детьми. В 7 часов 50 минут к самолету снова подогнали трап и выпустили очередную партию пассажиров. Как позже рассказывали стюардессы, им удалось убедить солдат, что поврежденный после стрельбы самолет не сможет взлететь с полным салоном пассажиров. Террористы согласились оставить на борту 20 пассажиров, остальных выпустили. Около 10 утра на борт под видом механика поднялся один из бойцов отряда «Альфа». Его террористы пустили, чтобы оценить, сможет ли самолет подняться в воздух. Переговоры, которые вел командир роты, в которой служили дезертиры, позволили протянуть время еще до 14:00. К этому времени Мацнев и Ягмурджи поняли, что им не дадут покинуть аэропорт, и потребовали сильнодействующие наркотики, чтобы отравиться. В 15 часов 30 минут лекарства были доставлены на борт, и бывшие солдаты приняли убойные дозы наркотиков. Через час Мацнев, который по некоторым данным был наркоманом со стажем, проснулся и попытался разбудить подельника, но не смог, после чего принял еще одну дозу, и его начало рвать. Стюардессы, воспользовавшись тем, что преступник не в себе, убедили его отпустить пассажиров. Еще через несколько минут начался штурм. В ходе спецоперации Николай Мацнев погиб на месте, а Сергей Ягмурджи был ранен в ногу, которую позже пришлось ампутировать. В результате захвата самолета в конечном итоге погибло 4 человека, из них 2 пассажира лайнера и 2 сотрудника милиции, расстрелянных еще до прибытия в аэропорт. Оставшемуся в живых Ягмурджи 22 мая 1987 года был вынесен смертный приговор, который привели в исполнение еще через год. Александр Коновал, ввиду того, что не принимал участия в убийствах, а впоследствии и вовсе отказался от преступных замыслов, получил 10 лет лишения свободы. Охранявший склады Игорь Федоткин и еще 3 солдат, знавших о планирующемся преступлении, получили от 2 до 6 лет лишения свободы. Похожая история произошла 18 ноября 1983 года. После вылета из Тбилиси был захвачен авиалайнер Ту-134А авиакомпании «Аэрофлот», следовавший по маршруту Тбилиси-Батуми, Киев-Ленинград. 7 молодых людей из влиятельных грузинских семей захватили самолет с целью побега из СССР. Но это уже совсем другая история. Друзья, мы стараемся с каждым выпуском улучшить наш контент. Поддержите канал, подписавшись на него.